Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у нас с вами вот такая работа. Как вязать вертикальное кружево я вам показала, а сегодня решила связать жилет. То, что вяжется не так долго, и с удовольствием под водолазочку можно одеть такую красоту интересным узором. 300 грамм у меня ушло, размер 52, побольше получилось, чем обычно. Вертикальное кружево такое дело. Можно связать любую полоску, надвязать, и уже будет размер больше. Идея: короткий жилет, поясочек у меня здесь еще есть, резиночку я связала внизу, резиночку внизу и обвязала рукава. Впереди ничего не обвязывала, потому что все и так красиво у нас здесь пико. И красиво смотрится и боковушка. Видео мастер-класс. Сегодня у меня вот такое ленточное кружево. У меня очень часто просят связать кружево и потом соединить в какую-то интересную работу. Вот сегодня я хочу показать, как можно несложно связать ленточное кружево вот такого плана. Красивое и несложное. И на следующем видео мастер-классе будем с вами соединять и вязать красивую кофточку или жилет уже на ваше усмотрение. Сегодня просто разберем, как вяжется вот такая красота. Нам понадобится, у меня слонимская пряжа, 4 сложения, крючок 2,75, все как всегда. Мне нравится пряжа и соотношение крючка. Завязываем узелок и вяжем 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. И провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки и пико. Не все так сложно, как кажется. На самом деле предлагаю посмотреть и оценить, что вязание несложное. В ту же петлю, в которую мы уже вязали, вяжем еще 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь смотрите, у нас вот самую последнюю петельку, сейчас мы ее выделим, чтобы она у нас, вот этот уголочек, протягиваем петлю воздушную и соединяем. Вяжем 1, 2, 3 и еще 23 столбика, 20 с одним накидом. И провязываем последний столбик в основание наших столбиков, которые мы с вами начинали вязать. Вот, завершили вязание. Идем дальше. 1, 2, 3 это столбик и 3 воздушные. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание, пропускаем 1 столбик, в следующий вяжем столбик с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. 1 пропускаем, вяжем. Так нам нужно связать все наши 1, 2, 3, все наши столбики. Вот с таким окошечком. Довязываем последнее окошко и считаем, сколько у нас их получилось, окошек. Это очень важно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас должно получиться 11 окошек. Это очень-очень важно. Всегда 11. Разворачиваемся в обратную сторону и вяжем таким образом. Столбик без накида 1, 2,
Раз, два, три. Пико. И в эту же арочку еще 2 столбика без накида. 1, 2. Точно так же следующее. Раз, два. Без накида. Раз, два, три. И еще раз, два. 2 столбика пико, 2 столбика. И третье окошко точно так же провяжем. 1, 2. Раз, два, три. 2 столбика без накида, пико. И 2 столбика без накида. 1, 2. Мы провязали таким образом 3 окошка. Теперь немножко меняем вязание. Вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. И еще 1, 2, 3, 4. Мы с вами провязали 1, 2, 3, 4, 5 окошек. И в шестом в центре, это важно запомнить, вяжем пико. 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И 2 столбика в это же окошко без накида. Столбик без накида в следующее. Вот на этом этапе мы начнем вязать новое кружево, новый узорчик. Одну сторону мы не довязываем, одна у нас провязана так, как нужно. И в шестом окошке провязали пико, 1 столбик без накида, мы начинаем вязать 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 воздушных петель. Отпустили. Пропускаем 1, 2, 2 воздушные петельки, 2 столбика в третий столбик без накида, в третий. И у нас здесь тоже 1, 2, 3. Все должно быть симметрично. Подхватываем петельку и соединительным столбиком пропускаем. Теперь 3 воздушные, нет, 2, 1, 2, 2 воздушные петельки. Опять пропускаем 2 столбика в третий, вкалываем, соединяем. Теперь наша задача за воздушную арочку провязать 22 столбика с одним накидом. Мы считаем 1, 2, 3. Провязали 22 столбика. 22 столбика. Пропускаем окошко и в сам столбик с соединительным столбиком соединяем наше вязание. 2 воздушные, 1, 2. Опять в сам столбик с соединительным столбиком соединяем. 3 воздушные, 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. 1 столбик пропускаем, в следующий столбик с одним накидом. Вяжем 1, 2, 3. Таким образом весь наш узор. 1, 2, 3. У нас должно получиться обязательно только 11 окошек. 11. Считаем, вяжем. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Это у нас будет 11. И смотрите, от пико 1, 2. Вот в этом месте, в третьем. Или за столбик. Присоединяемся. Разворачиваем вязание. И вяжем 1, 2. 1, 2, 3. Мы вяжем 2 столбика без накида пико. Делаем обвязку, как и в предыдущем мотивчике. 1, 2. Вот. Наша задача 3 окошка провязать. 3 окошка. 1, 2. 1, 2, 3. И 1, 2. Еще разочек. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 3 раза. Теперь вспоминаем, как мы вязали. 4 столбика. 1,
2, 3, 4. И еще разочек. 1, 2, 3, 4. Мы с вами провязали 1, 2, 3, 4, 5 окошечек. В шестом в центре мы вяжем 2 столбика и пико. Основа нашего 1, 2, 3 узора. Центр, вернее, нашего узора. 2 столбика. И еще один в следующем окошечке. Теперь мы начинаем вязать заново узор. То есть то, что мы с вами вязали, вот второй, да? Мы начинаем вязать 3, 4, 5 и так далее. 12 воздушных петель, помните, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2 в третью петельку. Так же, как и с этой стороны, третья петелька. Находим, присоединяем. 2 воздушные вяжем. 1, 2 пропускаем за третью, присоединяем. И вяжем 22 столбика с одним накидом за арочку. То есть все. Сегодня мы будем с вами соединять наше вертикальное кружево. Я связала полностью одну ленточку. Все с начала и до конца. То есть наша задача ее обвязать со всех сторон. Мы с вами обвязывали, вспоминаем, 1, 2, 3 пико. Потом мы вязали 4 столбика, 4 столбика и в центре начинали новый. А теперь, когда мы заканчиваем нашу ленточку, просто-напросто мы в каждом окошке провязываем пико. Вот. Если это последняя у нас ленточка, да? Последний узор. Заканчиваем. Теперь для того, чтобы соединить, мы будем соединять снизу. Вот это у нас будет конец нашей кофточки, такой красивенький. Вяжем вторую ленту. Я связала 12 узоров. 12 узоров. Это будет плечо. Я сейчас все объясню. Я связала 12 узоров, ленточку, еще одну. И теперь нам нужно красиво соединить. Соединять мы будем 1, 2, 3 последних квадрата. Только 3 последних квадрата и дальше. Также мы завершаем, закругляем, вяжем пико. Все по рисунку. И теперь надо красиво соединить. Что мы с вами делаем? Третье окошко. Мы вяжем столбик 1, 2, как обычно. Для пико мы набираем 2 воздушные петли для пико. И смотрим в нашей первой готовой ленте 1, 2, 3. Третье пико. Вот за третье пико мы будем соединять. В третье пико мы вкалываем крючок. Красиво надо, чтобы прям в центр вколоть. Вкололи. Теперь с той ленты, которая у нас недовязанная, протягиваем 2 воздушные петли и еще 2 провязываем. И наше пико за 2 арочки, за 2 ниточки мы довязываем. Идем дальше. 2 столбика без накида по узору идет. Окошко завершили. Теперь следующее окошко. 2 воздушные петельки, пико, 2 воздушные петельки, вернее 2 столбика без накида, 2 воздушные петельки. Опять смотрим. Наша задача в центр вколоть крючок, ниточку нашу протянуть, 2 воздушные петли провязать и пико завершить. Вот такое у нас будет соединение. Также довязываем 2 столбика без накида. В следующей клеточке вяжем точно так же. 1, 2. Находим пико и довязываем. То есть принцип соединения пико
ленточек мы поняли, да? Так надо соединить всю нашу ленту. Что у нас получается? Получается вот такое соединение. Достаточно симпатичное. Никаких здесь нет неровностей, как обычно при соединении. Все получается красиво, эстетично. Наша задача их соединить. Ниточку отрезать. Да, что самое печальное в вертикальном кружеве. Меня очень много просили. Я не люблю ниточки резать совсем. Но здесь такая ситуация, что каждую ленту мы вяжем по отдельности. И в конце отрезаем ниточку и начинаем вязать новую. Но иногда, очень-очень редко, можно себе это позволить. Такую красоту связать и отрезать ниточки. То есть наша задача за все пико соединить и ниточку отрезать. Дальше. Это у нас плечо. Как я предлагаю действовать? Вот у нас здесь получается в конце вот такое вот ровное вязание, которое мы в самом-самом конце сошьем. Это наши плечи. А там, где у нас будет горловина, мы ее красиво обвяжем вместе с пико. Что я предлагаю сделать? Смотрите, задача наша такова. Мы сейчас провязали первую ленту и вторую, соединили. Дальше мы вяжем ленту, у меня по 12 узоров. Это 60 сантиметров длина жилета. Дальше 8 провязываем ленточку из 8 и соединяем последние 3. Это будет вырез горловины. Опять 8 вырез горловины. Потом по 12 это плечо. 8 это пройма. То есть мы с вами вяжем ленту 1, 2, 3 и вяжем, соединяем в направлении слева направо. Угу. Вот, это у нас идет 7-я. Дальше, это у нас перед. Дальше идет спиночка, тут цифра 8. Спиночка, также 8 узоров, а на плечо мы вяжем не 12, а 13, потому что плечо, спинка всегда должна быть чуть длиннее. 13 и, соответственно, ленты, которые идут на горловину, вырез по 9. Опять 2 плеча и пройма. Под проймой у нас будет 2 узорчика. Так же, как на горловине. Если вам нужно связать узор, если вам нужно связать объем больше, во-первых, всегда можно добавить на плечо, всегда можно добавить на вырез горловины не 2 ленты, а 3 или 4. Самая главная наша задача, мы с вами научились вязать ленточное кружево, вот такое красивое, и его красиво соединять. Потом по факту сшиваем плечи и горловину обвязываем. В общем-то и все. Плечи сшили с одной стороны, с другой, и у нас уже пройма готова, горловина готова, спинка, все есть. Самое главное навязать ленты, но ленты вяжутся и соединяются в последнем ряду. Одну ленту готовую связали полностью, обвязали со всех сторон. Следующие, 2, 3, 4 вяжутся и соединяются в последнем ряду. Так просто ленты не навязывайте. Связали одну, определили длину, которая вам необходима, может быть, у вас будет больше узоров. Определили ширину. У меня это 7 сантиметров. Я умножаю на тот объем, который мне нужно. И вычисляю, сколько лент мне понадобится. Если у вас объем больше, связали ленту, замерили в сантиметрах и уже высчитываете, куда вам ленточку добавить. Одну на плечо или, может быть, там, где будет горловина по центру. Предлагаю попробовать повязать. Какая красота у нас получится. Я уверена, получится, потому что узор простой, соединение тоже несложное. Мы с вами научились вязать полоски вертикальные. Связали одну основную и начинаем к ней присоединять следующие. Это у нас получается полочка, одна из. Провязали, присоединились, как я показывала. Вяжем основу и потом присоединяемся по одной стороне. Это 2 мотива у нас. Идем дальше. Я связала 12 раз, 2, 3, 4, 12 и 4 оставила мотивчика
И следующую ленту связала из 8. Это у меня пройма. Присоединила. Ниточка в конце, конечно же, отрезается. А что делать? Вяжем следующую ленту. Это уже будет спинка. Смотрите, спинка. Я провязала 1, 2. Причем не 12 лента, а по 13 уже. На спинке всегда должно быть чуть длиннее полотно. 2 ленты связала. Дальше. Это вырез горловины. По 11. Лента 11, 11. Опять там, где у нас плечи. 13, 13. Дальше пройма. И еще 2 ленты по 12. 1 лента 8. Вот она у меня такая коротенькая получилась. Осталось привязать одну ленту, которая у нас тоже будет 8 узорчиков. Но дело в том, что ее же нужно присоединять с другой стороны, а мы же с этой привыкли. То есть здесь соединение достаточно простое. Мы при провязывании пико, который присоединяли с той стороны, мы сразу присоединяем, потому что здесь лента готова. То есть мы провязали, присоединили, провязали, присоединили. И вот таким образом присоединяем. Это мы уже знаем. Вяжем 8. Да? Присоединяем. Дальше действие наше. Нам нужно будет сшить плечи. Шить плечи на изнаночной стороне, конечно же. Мы будем все это делать. Нам нужно точно так же совместить пико, центральные наши. 1, 2, 3. Наверное, с 4. С 4 начнем и с 4 закончим. Присоединять я предлагаю таким образом. Там, где пико у нас. Там, где пико. Один, два, 3, в 4. Разворачиваем так, как нам удобно. И по центру пико полочки и спинки вяжем столбик без накида. И наши столбики, у нас между ними 4 столбика без накида. Их тоже вяжем столбиками без накида. Вот таким образом просто сшиваем с изнаночной стороны все наши столбики без накида. И пико тоже в том числе. Также прошиваем столбиками без накида. Потом наша задача утюгом прогладить место шва на лицевой стороне. И у нас будут соединенные плечи. Вот, с обратной стороны. Просто-напросто нужно будет прогладить шовчик. Вот. После чего надо будет со стороны проймы, у нас будет прошита пройма. Плечи соединили. И надо будет нам связать резиночку. У нас вот будет вот такая пройма. По всему периметру набираем столбики и свяжем резинку несколько. Я сшила плечи. Их осталось только прогладить. И смотрите, получается пройма, она уже у нас обвязанная. Так же, как и горловина. То есть тут ничего менять не надо. Вот, я связала внизу резиночку. Каким образом? То есть вот наша основа. Столбик, 3 воздушные петли. Это столбик. Дальше столбик. И вот таким не слишком часто я набирала образом 2 столбика за дужку, столбик между, столбик за пико, столбик между. И опять 2 столбика за дужку. То есть вот таким образом я немножечко подуменьшила, потому что резиночка же у нас должна подуменьшиться. Дальше первый ряд мы набираем просто столбики. И следующий уже я вязала рельефные столбики, лицевой и изнаночный.
с двух сторон. Лицевой и изнаночный. Я думаю, что как вяжутся эти столбики, все знают. Давайте повторим. Для тех, кто не знает, как вяжутся рельефные столбики. Первый ряд у нас вот просто столбики. И мы вяжем крайние петли, у нас просто 3 воздушные петли подъема, либо столбик с одним накидом. Остальные петли вяжутся таким образом. За сам столбик провязываем столбик. То есть, если бы у нас был просто столбик, мы бы вязали вот так вот за петельку. А рельефный, он отличается техникой вязания за столбик. Это у нас лицевой столбик. Теперь изнаночный столбик. Лицевой. То есть мы чередуем наши столбики. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой. Чередуем 2 столбика и получаем такую резинку. Может быть, эта идея и не понравится. Может, понравится. Мне нравится завершать вязание. Вот такая резиночка. Можно? Конечно, можно же. Просто-напросто наш ряд закончить вот такими пико. 4 столбика пико, 4 столбика пико. Можно низ оформить таким образом. По желанию. Теперь я думала, пока еще не знаю, вот смотрите, вот наша пройма. Я оставила немножко вот такой темной пряжи и думала набрать вот здесь вот столбики, как они есть вот по факту. Смотрите, у нас есть столбики, вот он, вот, пико пропускаем, набираем столбики с одним накидом и провязываем резинку. Это нужно пробовать, может быть, это будет неинтересно, но попробовать стоит. Привязываем. Я хочу только поэкспериментировать. Если идея будет неудачной, я не буду вязать. 3 воздушные петли подъема. То есть наша задача просто-напросто связать первый ряд столбики с одним накидом. Не чистить. Слишком часто не надо провязывать. Потому что резиночка должна быть чуть меньше самой проймы. Вот, поэтому мы будем... Тут у нас 4 столбика, мы будем провязывать только 3. Пико я предлагаю не провязывать, пусть оно остается красивым. Вот. А между пико только 3 столбика, которые мы потом превратим в резиночку. Как вязать резиночку, я вам показывала. Вот. Набираем по 3 столбика между пико полностью и начинаем вязать резиночку. Точно так же, как вязала я внизу. Если будет красиво, я резиночку оставлю. Если нет, то и не буду. Получился у меня вот такой рукавчик. 4 ряда я связала. Но, опять же, пришлось перевязывать. В самом начале я предлагала по 3 столбика между пико сделать. Это оказалось многовато, и рукавчик был некрасивый. Я распустила и набрала по-другому. 2 столбика между пико. 2 столбика. И тогда получается все более гармонично. То есть сама резиночка сужает пройму и смотрится хорошо. Больше ничего ввязывать не стала, потому что и так красиво смотрится. Теперь задача такая. Решить застежками. Я решила таким образом. Я связала поясок. Можно на поясок завязать. Поясок такого же узора, как у нас есть. Вот. И такое цветовое решение. Почему? Потому что у меня ниточек синих было меньше. Я боялась, что не хватит, так оно и получилось. Размер жилета у меня получился где-то 50-52. Расход 300 грамм. 2 мотка синих было и 1 моток
темно-синий. Вот. На большой размер. И поясочек. То есть здесь уже можно, конечно, пуговички пришить. Можно какую-нибудь застежку красивую придумать. Вот. Но я решила поясок. Жилет с поясочком. Теперь хотела немножко теории. Совсем немножко. Чтобы было понимание, как вообще все это дело вяжется. Смотрите. Такая... Художник из меня не очень, но вот такая схема. Я начинала вязание с 12 узоров. 12, 12. 8 это пройма. А это первая полочка передняя. 13 это спинка. 2 мотива. Можно сделать расширение за счет еще одной ленты. Или на пройме связать 2 ленты, если нужен размер побольше. 2 ленты меньше. Это горловина. Вырез горловины на спинке. И еще 2 ленты. Это вот у меня 6 лент. Это спинка. По бокам пройма и пройма. Впереди 2 ленты длинные, одна укороченная на 8. Вот. Такая у меня схема. Как вязать мотив мы с вами научились. Как соединять я тоже все показывала. В итоге получился вот такой симпатичный жилет. Можно столбиками связать рукава. Можно связать рукава мотивом, да? Но это уже отдельная песня. Это нужно высчитывать, связать просто столбики и на этих столбиках вывязывать узорчик. Тоже будет красиво. В общем и целом, вот такая идея на осень. Утепляемся. Кофточка достаточно тепленькая. Шерсть плюс пан, слонимская. Смотрится хорошо, интересно, оригинально. Можно, конечно, и платье связать, но я платье не ношу. А жилет вот такой получился симпатичный. Если вам видео понравилось, буду рада. Надо обязательно пробовать. И у вас все получится. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм. И вяжем вместе со мной. До новых встреч!